Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Саманта и Стивен Форд познакомились в 2004 году у себя на родине, в Великобритании. В 2008 году они переехали в Катар, где провели большую часть своего 10-летнего брака. Стивен был успешен. Находясь в стране, он являлся капитаном клуба Доха Гольф-клуб и управляющим директором компании по продаже инфраструктуры. Пара вела роскошный образ жизни. Вскоре супруги начали задумываться о потомстве, но попытки завести детей никак не венчались успехом. Саманта решила обратиться к процедуре ЭКО и прошла курс, благодаря которому столь долгожданная мечта пары не просто осуществилась, а осуществилась вдвойне. Саманта забеременела, и, как оказалось, пара ждала близнецов. Счастью не было предела, и женщина охотно делилась им в соцсетях. Она очень любила выкладывать фото, которые отражали их благополучие. Вскоре она родила Джека и Хлою. Казалось бы, что это событие могло бы еще больше сплотить семью. Но вскоре у пары начались финансовые трудности, и им пришлось покинуть Катар. А вместе с тем и шикарную жизнь, к которой так привыкла Саманта. Вернувшись в Великобританию в феврале 2018 года и поселившись в провинции Чаринг, где Стивен устроился на новую работу, Саманта сначала настойчиво попросила мужа съехать от нее, а затем заговорила о разводе. Женщина была болезненно ориентирована на финансовое благополучие, и, лишившись всего этого, она с трудом переносила перемены. Она жаловалась мистеру Форду, что он разорвал ее мир на части, и что им суждено стать жалкой семьей, живущей в заднице. Отношения стремительно ухудшались, и вскоре брак окончательно распался. Когда она передумала и попросила отвергнутого мужа вернуться в их супружеский дом, мистер Форд отказался, что разозлило Саманту, которая не хотела признавать, что отношениям пришел конец. Родственники рассказывали, что психическое здоровье женщины быстро ухудшилось после разлуки, и она отправляла несколько текстовых сообщений своему отчужденному мужу, пытаясь убедить его вернуться к ней. После того, как он вновь отказался, она предупредила его в одном из сообщений. Если это продолжится, это приведет к ужасному финалу. Она и дети переехали в Маргейт, а мистер Форд остался в Чаринге. Саманта описывалась как контролирующая личность, которая любила, чтобы все было только так, как она захочет. Если что-то шло вразрез с ее нравом, она, несмотря ни на какие обстоятельства, любыми способами добивалась своих прихотей. В 2018 году Стивен проводил Рождество вместе с детьми. Позже он долго будет вспоминать этот день, как самый счастливый в его жизни. Они оба любили ложиться в мою постель по утрам, поэтому я затащил к себе Джейка, и он лежал там, положив голову на подушку рядом со мной. И смотрел мне в глаза, рассказывал позже мужчина. Он положил руку мне на щеку и поцеловал меня в лоб. Я был так горд, в тот момент я сказал: «Ты знаешь, что я люблю тебя так, как ты любишь меня». Я был так счастлив в 4 утра после часа сна. Стивен рассказывал, как Джейк взволнованно открывал нового игрушечного динозавра, пока его уставшая сестра Хлоя спала в шезлонге рядом с рождественской елкой. Они провели праздник вместе, окруженные любовью и радостью, пока не пришло время детям отправиться к матери. За несколько недель до этого Саманта обращалась в службу психологической помощи много раз. К Рождеству ее семья решила, что ее психическое здоровье настолько плохое, что мистер Форд должен забрать близнецов и вернуть их обратно в день подарков.
Однако после волшебного дня со своими детьми Стивен передал детей своей бывшей жене, несмотря на ее хрупкое психическое состояние, потому что считал, что мать должна видеть своих детей в праздничный период. И в день подарков близнецы прибыли в дом своей матери около 11:30 утра. Он высадил детей у дома Саманты. Если бы он только знал, что это был последний раз, когда он видел их живыми. Мистер Форд позже поделится, что время остановилось после того, как 28 декабря в 8:30 утра его разбудили полицейские, стучащие в его дверь. Ему сообщили, что его бывшая жена Саманта на своей машине въехала в кузов грузовика на скорости 100 миль в час и находилась в реанимации. Но это было не самое страшное. Оказалось, что когда полицейские нашли ее лежащей в машине после того, как она врезалась в грузовик без ремня безопасности, она сказала полиции: «Просто дайте мне умереть. Я убила своих детей. У меня был нервный срыв. Я никогда не причиню им вреда. Они мои чудо-дети». И добавила: «Я положила их в ванну. Нам суждено быть вместе». Я собиралась прыгнуть со скалы, но слишком темно. Буквально через 45 минут у нее дома нашли умирающих близнецов. Детей экстренно доставили в больницу, но их не успели спасти. Мистер Форд был в ужасе. «Я просто потерял волю к жизни. Я умолял полицию сказать мне, что это неправда». Оказалось, что женщина утопила близнецов в ванне, а затем уложила их в кровати полностью одетыми, оставив на столе записку, которая гласила: «Пожалуйста, простите мой сумасшедший ум». Затем женщина направилась в печально известное место самоубийств Бичи-Хэт в Сассексе. После неудачной попытки суицида женщину госпитализировали. Как только она пошла на поправку, ее сразу же арестовали. В ходе следствия выяснилось, что незадолго до Рождества Саманте поставили диагноз – тяжелое депрессивное расстройство. И у нее была острая реакция на стресс. В клинике, где она наблюдалась, она сводила все свои проблемы с психическим здоровьем к распаду брака со Стивеном, а также к концу своего роскошного образа жизни в Катаре и новой жизни в Маргейте. Также выяснилось, что за несколько недель до убийства между женщиной и службами психологической помощи было 76 сообщений. Судебный психиатр-консультант доктор Музаффар Хусейн сказал, что женщину сильно беспокоил ее муж, и ее действия могли быть вызваны нарциссической яростью. Психиатр доктор Филипп Джозеф заявил суду, что Саманта испытывала чувство гнева и предательства по отношению к ее отчужденному мужу и желала отомстить тем, что она убила их детей. После того, как Саманта была арестована, она отчаянно хотела узнать, огорчен ли мистер Форд убийством их детей, появившихся на свет после ЭКО. Он обнаружил, что ее ментальная функция была нарушена из-за умеренной депрессии. Доктор Джозеф поставил под сомнение ее более позднее заявление о том, что она слышала настойчивые голоса, но сказал, что у нее, возможно, были мысли в голове, говорящие ей, что единственный путь вперед – это убить детей. Но профессор Джиллиан Мезей сказала, что Саманта никогда бы не причинила вреда ее детям, если бы не ее болезни. Она не согласилась с тем, что женщина руководствовалась гневом или вспышками агрессии. Она добавила, она была хорошей, заботливой, любящей и внимательной матерью во всех отношениях. И ее брак со Стивеном Фордом также был довольно успешным. Она сказала, что ей стало известно только об одном случае, когда Саманта ударила своего мужа много лет назад. Саманта отрицала убийство, но признала 2 пункта обвинения в непредумышленном убийстве на основании невменяемости и зачитала свое заявление в суде, в котором говорилось: «Я мучаюсь. То, что они не живы из-за меня, это самое сложное». Ее приговорили к 10 годам заключения в психиатрическом отделении, пока она не поправится достаточно, чтобы ее перевели в тюрьму. Перед вынесением приговора суду стало известно, что она контролировала и агрессивно относилась к своему мужу и была одержима желанием заставить мистера Форда страдать. В заявлении жертвы, зачитанном в суде, гражданин Форд сказал: «Это был самый гнусный, злобный поступок в отношении 2 невинных детей. Я не сомневаюсь, что она сделала это с намерением наказать меня в процессе.
Я знаю, как она ведет себя, когда что-то идет не по ее плану, и когда она не получает того, чего хочет. Во время вынесения приговора судья сказал Саманте: «Ваш гнев на мужа был значительным фактором, способствующим преступлению. Решая убить своих детей и себя, я уверен, вы думали о том, как это повлияет на Стивена Форда, которым, по словам всех психиатров, вы были озабочены. Ты знала, что это опустошит его, и я уверен, что именно поэтому ты это сделала. Ты решила не убивать себя и не прыгать со скалы, хотя такой был твой план. На обратном пути со скалы на своей машине вы решили въехать в заднюю часть грузовика, пытаясь покончить жизнь самоубийством». Он настаивал на том, что ее поведение было контролируемым, а не импульсивным или бешеным. Выступая впервые, убитый горем мистер Форд раскритиковал приговор, вынесенный детоубийце, заявив, что он чувствует, что ей сошло с рук убийство, и рассказал о своих последних мгновениях со своими близнецами перед тем, как их жизнь была жестоко оборвана. Однако он сказал, что не ненавидит ее, несмотря на потери и боль, которые она причинила. Стоит заметить, что только за неделю до смерти детей Стивен Форд публиковал совместное фото с Самантой и близнецами, называя женщину «любимой женщиной». Разочарованный гражданин Форд заявил, что даже когда неопровержимые факты указывают на преднамеренное убийство, законы об уменьшении ответственности не позволяют восторжествовать правосудию. Он добавил, что закон был слишком широким, слишком расплывчатым и нуждался в изменении. Находясь в процессе развода со своей женой, он также рассказывал СМИ: «Я не могу поверить, через что мне приходится пройти, когда я просто пытаюсь оплакивать своих детей. Она хочет, чтобы я страдал. У нее нет раскаяния. Я не ненавижу ее, потому что, чтобы ненавидеть кого-то, нужно в первую очередь что-то чувствовать к нему. А я ничего к ней не чувствую. Абсолютно ничего». Мистер Форд с трудом воспринимал тот факт, что убийца его близнецов может выйти на свободу через 5 лет. Он добавил: «Я знал ее лучше, чем кто-либо на этой планете когда-либо знал ее. Но я не предвидел этого». Гражданин Форд теперь настаивал на изменении несовершенных законов, связанных с ограниченной ответственностью. Он писал у себя в Твиттере: «Мой бак пуст, я выдыхаюсь, но я доберусь до того места, где мне нужно быть. Я столкнулся с несовершенством британской правовой системы. Когда у меня будет минутка, чтобы собраться с мыслями, я встану и буду бороться с этим». Но с заключением Саманты в психиатрическую лечебницу семейные перипетии не завершились. В качестве нового удара по скорбящему отцу детей было то, что ему объявили, что его жена настаивает на разводе, что, по его словам, потенциально может привести к тому, что он потеряет свой дом. Дом, который он делил с Джейком и Хлоей в Чаринге, недалеко от Эшфорда. В электронном письме гражданину Форду, где было указано имя его бывшей супруги, представители уполномоченной организации подтверждали, что она хочет продолжить бракоразводный процесс и изучить возможность продажи дома. «Мне сообщили, что развод обойдется мне примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов в виде судебных издержек», – поделился Форд. «Я не могу себе этого позволить, даже близко, но у меня нет выбора. Прямой развод стоит намного меньше, но это часть урегулирования, которая стоит денег, поскольку она, вероятно, дойдет до суда. Я не хочу терять свой дом». Также Стивен поведал, что Саманта отправила его маме письмо из психиатрического отделения, в котором она все это время находилась. «Моя мама совершенно обезумела от этого. Ей стало плохо. Она плакала весь день. В письме она обвиняет меня в смерти моих детей, обвиняет мою маму в том, что та не поддерживает ее, а называет меня больным и говорит, что мое поведение отвратительно. Это еще одно доказательство того, что она нарцисс. Она говорит, что не вернет мне вещи моих детей, которые есть у ее семьи, и что развод не будет легким. Она ни разу не извинилась за то, что сделала». Он также рассказывал, что его психическое здоровье значительно подкосилось. «У меня ночные страхи. В последние недели они стали более частыми и происходили посреди ночи. Я просыпаюсь, крича или швыряя в своей спальне предметы, которые находятся в пределах досягаемости.
Я нахожу эти инциденты особенно тревожными. Иногда утром, когда я встаю с постели, я выбираюсь на автопилоте и иду в комнату близнецов, чтобы разбудить их», – жаловался мужчина. В марте, через неделю после похорон близнецов, Стивен провел благотворительный боксерский поединок и выиграл его в память о детях. Он собрал 3000 фунтов стерлингов для исследования рака. «Это спасло мне жизнь, без тени сомнения», – прокомментировал он. Спустя несколько месяцев Стивен сделал выводы, что трагедия заставила его осознать, что он стал жертвой эмоционального насилия со стороны жены, добавив, что это происходило в течение очень долгого времени и уже к какому-то моменту стало нормой. Он сказал, что Саманта была очень практичной матерью и что все было регламентировано без особых эмоций, и что на самом деле он не понимал, что такое нарциссизм, пока все это не произошло. В октябре 2021 года отец, чьи 23-месячные близнецы были убиты их матерью, поделился своей радостью после того, как его новая партнерша Кристи родила мальчика. Мистер Форд, проживающий сейчас в Халле, сказал, что появление его сына Руперта снова дало ему цель в жизни. Он сказал, что это было серьезное решение – родить еще одного ребенка. И Руперт будет знать все о своих покойных братьях и сестрах. Нарциссическое расстройство личности, которым по всеобщим предположениям страдала Саманта, это психическое расстройство, характеризующееся преувеличенным чувством собственной важности, чрезмерной тягой к восхищению и сниженной способностью сопереживать чувствам других людей. Эти черты личности часто являются сверхкомпенсацией хрупкого эго, нетерпимости к критике и слабого самоощущения. Нередкий случай, когда люди с ярко выраженной нарциссической патологией идут на самые неожиданные и жестокие преступления. Друзья, а вы что думаете? Какого наказания заслуживает нарцисс, избавившийся от собственных детей ради мести? И может ли убийца рассчитывать на мягкий приговор в силу своей нарциссической травмы? Делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.